Добрейший вечерочек, с вами вечерний Шуберт. Сегодня мы поговорим об устройствах для проявки кинопленки. Проще говоря, о проявочных бачках. Да, в наше время приходится проявлять дома 8-миллиметровые, 16-миллиметровые и даже 35-миллиметровые кинопленки, потому что проявочные машины это слишком сложно, это все-таки лаборатория, это большие объемы химии и большие объемы проявки. Поэтому для того, чтобы что-то быстро проявить, приходится пользоваться какими-то либо бачками. Вот такой бачок на 30 метров кинопленки, большой ломо-бачок. Бачок УПБ. Узкопленочный проявочный прибор, он же бачок Морзе называется. Либо вот такой вот ломо бачок для проявки пленки 8-16 миллиметров на 15 метров пленки. Сегодня мы больше поговорим о большом бачке, классическом бачке ломо, который вмещает 30 метров или там 100 футов 35-миллиметровой либо 16-миллиметровой кинопленки. Также мы сравним его с другими устройствами для проявки пленки, другими бачками. Увидим достоинства, недостатки всех этих бачков и научимся заряжать в них пленки. Итак, погнали! В этом бачке можно проявить целых 30 метров, либо кто-то скажет всего 30 метров кинопленки. На самом деле это достаточно много. 35 миллиметров, так и вот такой ролик 30-метровый от 16-миллиметровой кинокамеры, например, камеры Красногорск-3, Болекс или подобных устройств. То есть, но проявить можно ее только в один ряд на спирали, вот на такой, намотав либо для 16 миллиметров, либо для 35 миллиметров. То есть двухрядного бачка здесь нет такого варианта. Помещается сюда 3 литра раствора, можно максимум до 4 литров, чтобы больше был расход. Но для того, чтобы скрыла пленку 35 мм, достаточно 3 литра раствора. Сюда, либо 3 литра промывной воды. Потом слив производится через шланг этого раствора. Вот этот шланг. И, в принципе, бачок достаточно простой в освоении, но все операции, пока крышка не закрыта, вся эта намотка, зарядка пленки, все должно проходить в полной темноте. Мы тут покажем на засвеченной пленке, то есть на учебной сегодня зарядку, но я рекомендую всем, кто начинает осваивать бачок, кто первый раз с ним сталкивается, либо давно уже не проявлял, попробовать сначала перед зарядкой боевой пленки зарядить кусок засвеченной, либо экспонированной пленки, то есть проявленной уже ненужной, потренироваться сначала на учебной и потом уже заряжать боевую. Значит, зарядка бачок как 35-миллиметровых, так и 16-миллиметровых пленок происходит одинаково. Открывается бачок. То есть также наматывается на спираль все. Исключение только в том, что для того, чтобы проявлять 16-миллиметровую кинопленку, спираль должна быть находиться вот так, вот этой штукой кверху, то есть большим бортом, а для 35-миллиметровой пленки мы переворачиваем ее в обратную сторону, то есть затем закрываем. Рекомендуется на столе все это делать. Бачок убираем, на ровную поверхность кладем спираль нашу и попробуем сейчас зарядить пленку 35 миллиметров. Вот такой ролик. Возьмем здесь 30 метров пленки. Если пленки больше, скажем, 60 метров, нужно будет ее потом, как она закончится, заходить на спираль, отрезать, положить в черный пакет и проявлять вторым ходом уже, второй заход. Вот. Бачок вот откручивается, состоит из таких вот частей. Это самая гайка. Верхняя спираль плексигласовая и нижняя такая вот из такого вот пластика. Спираль более мягкого. Они очень хрупкие, ронять их нельзя, особенно вот эти части обычно разбиваются, если падают там что-то твердое. Надо очень следить аккуратно. Тем более бачки эти уникальные, уже нигде не найдешь, можно сказать. Вот это такая вот ось. Вот, собственно, все составляющие внутренней части бачка. Вот зарядка пленки происходит вот на эту спираль. Она должна намотаться вот так вот по часовой стрелке. Зайти сюда пленочка
в этот вот паз и закрыть сверху второй ну, спиралью, такой штукой прижимной. Вот берем эту и ролик пленки 16 мм пока отложим. Накрываем, если 35 мм, вот этой штукой вниз. И сначала вставляем эмульсии обычно внутрь, хотя некоторые рекомендуют и наружу, то есть неважно. То есть, лучше, чтобы пленка лучше расправлялась, и тогда наружу. Вот, ну, я делаю внутрь, загибаю вот здесь в паз, вот в этот, загибаю, чтобы пленка буквально там один шажок прошла, попала вот сюда в паз. Особенно когда пленка сухая, могут быть проблемы. Старая, допустим, пленка, то есть она может плохо ложиться на спирали. Это недостаток этого бачка. Сверху мы накручиваем это. На ощупь должны определить, где находится пленка, как она ложится, прилегает ли она, вот так пальцами пробуем, к оси. И аккуратненько затягиваем, придерживая обе спирали, чтобы пленка там защелкнулась, зафиксировалась. И теперь как бы под наклоном, под вот таким наклоном мы пленку туда заправляем, не касаясь эмульсии. Стараемся за края брать, где-то за края этой пленки. И вот под таким вот углом, под небольшим углом, чтобы пленка загибалась туда, мы против часовой стрелки наматываем. Сама пленка идет по часовой. Против часовой мы этот бачок наматываем. Аккуратненько. Сначала главное, чтобы она вошла в начале в эти спирали. Ну и в дальнейшем мы следим о том, как она наматывается. Потихонечку мы наматываем. Здесь вся пленка у нас дошла на спираль сейчас. Это хорошо. То есть она не слиплась. Главное, эта проблема, это слипание, конечно, на ней. С обратной стороны тоже этого не видно. Вот так выглядит пленка, которая сейчас заряжена в спираль бачка. Здесь должно быть затянуто. Следить за этим, чтобы она не распалась и не превратилась в комок в самом бачке. Время проявки уже. И как бы в принципе она готова к погружению в раствор. В проявитель, первый в данном случае. Теперь мы берем, собственно, пленку, кладем ее внутрь бачка и закрываем крышкой. Закрываем крышкой, защелкиваем вот эти версии, проверяя, чтобы она не заскочила, крышка, не открылась потом уже. И проверяем, чтобы шланг тоже был на месте. И все, теперь уже на свету заливать сюда, в это отверстие, раствор проявителя. И начинать вращать вот по стрелочке, которая показана здесь, вращать. И
равномерно в течение времени всей проявки проявлять. После окончания проявки открывается шланг, раствор выливается в канистру туда, в бутылку, где был проявитель, закрывается, наливается промывная вода сюда, и также происходит промывка, да, со сливом периодическим воды. Затем заливается следующий раствор, например, отбелка, если это цветная или там обращаемая пленка, либо раствор фиксажа, если это обычный черно-белый негатив. Происходит процесс, который отмерен, сколько времени он должен занимать по рецепту. Проходит процесс, после чего выливается фиксаж обратно в свою емкость, заливается промывная вода и уже открывается крышка. Уже после фиксирования можно доставать бачок и промывать это все, то есть уже конечную промывку выполнять на свету, как и обыкновенную фотопленку. До фиксирования там или отбелки все операции должны быть в темноте проходить, бачок вот должен быть закрыт, то есть на свету уже можно на нем и так работать. Попробуем сейчас наглядно показать процесс проявки, не проявляя, а скажем, вместо проявителя используем 3 литра воды, чтобы просто размочить пленку и посмотреть, как происходит ее намокание, и как бы процесс обработки мы симулируем, попробуем его как бы так испытать. Вот обычно в таких емкостях наливая воду, можно какую-нибудь кока-колу использовать, можно еще. Вот наливается в бачок, ставится на ровную поверхность и наливается через верх, в него наливается вот сюда проявитель. Вообще, как бы лучше его наливать достаточно быстро, чтобы он равномерно распределился. Но еще лучше, такой есть секрет. Сначала я обычно сам бачок наливаю уже подготовленный, уже до нужной температуры подготовленный проявитель. В темноте наматываю пленку и потом уже в готовый раствор я опускаю саму катушку с пленкой. Таким образом, то есть она равномерно начинает проявляться. После окончания промывки я также резко вытаскиваю катушку и опускаю ее в таз, уже в темноте, разумеется, в таз с топ-раствором там уксусной кислоты, и она стопится. Потом я из бачка выливаю и уже дальше начинаю промывать уже в бачке после стоп-раствора. Таким образом, вот этого времени, пока я сейчас наливаю, видите, этот раствор, уже процесс же где-то начался проявки, поэтому если он быстрый, он может быть неравномерный. Вот теперь нужно постучать, вот так, чтобы пузырьки воздуха ушли. И вот как показывает стрелочка, начать против часовой стрелки вращать. И так в течение равномерно нужно делать, да, в течение всего времени. В обратную сторону разворачивать не рекомендуется, потому что может пленка раскрутиться, застопориться там и так далее. Просто вырваться с катушки. Вот пошел процесс проявки. Поскольку у нас проявка сейчас идет не настоящая, там просто вода у нас, мы можем открыть и посмотреть, что пленка равномерно намокает. Все-таки в этих бачках есть недостаток. То, что проявитель неравномерно распределяется, он как бы внизу истощается, получается, поднимается весь вверх постоянно, и вверху проявляется активнее, чем внизу. Поэтому по кадру может гулять эта плотность и быть проявка неравномерным проявление. То есть быть какие-то вспышки, что-то подобное по краям кадра. Но мы видим, пленка расправилась в воде. Но может не расправляться, потому что могут быть проблемы с тонкими пленками, например, авифот, или наоборот с пленками толстыми и сухими, старыми, то есть они могут не ложиться на спираль. Ну, вот как мы видим, все нормально намокло. Точно так же, когда во время проявки, то есть после, допустим, отбелки, в обращаемых пленках происходит засветка, то есть вот так открывают бачок и сюда светят лампой
вращая его периодически как бы в воде, то есть пленка находится в воде, ее подсвечивают лампой и таким образом засвечивают. В обращаемом процессе это происходит. Все, пленку можно сливать в воду. И как бы в этот момент происходит замена растворов обрабатывающих. Вот так происходит. Слив раствора. Видите, даже пленка что-то там вымылось из нее. Противореольный слой какой-то, наверное, или покрытие какое-то. Вода стала не водой уже, а действительно как проявитель по цвету. Вот. После чего включается вода промывная и происходит промывка пленки со сливом, наполнение водой точно так же. И пленка промывается. После того, как все стадии проявки окончены, происходит ее окончательная промывка, ополаскивание, пленку нужно будет посушить. Пленку нужно будет посушить и вывесить для сушки. Размотать с бобины и сделать сушку пленки произвести. Вот столько места потребуется вам для сушки 35-миллиметровой пленки 30 метров, то есть 100 футов здесь. С пленкой 35 миллиметров все понятно, но многие наши подписчики спросят, как же зарядить сюда 16-миллиметровую кинопленку в этот бачок. На самом деле все точно так же. Разумеется, спираль перед этим должна быть сухая, просушена полностью, чтобы пленка не слиплась. И ставится другой стороной, то есть, чтобы образовалось меньший между ними промежуток, который бы необходим был для 16-миллиметровой пленки. Единственное, что тут, конечно, заряжая 16 миллиметров, нужно быть очень аккуратным. Все это очередь, потому что она больше подвержена соскальзыванию, раскальзыванию, требуется моторика рук, конечно. Если используется пленка с односторонней перфорацией, например, Супер 16, нужна перфорация всегда, чтобы была вниз, чтобы не было следов на изображении. Отгибаем, и тут уже моторика рук требуется тонкая. Многие рекомендуют заряжать вот такую бобину, опускать в черный пакет, и потом из черного пакета вытягивать кусок, то есть, и уже на свету его сначала заправлять, а дальше уже вести зарядку в темноте. Тоже такой есть лайфхак. И сверху мы закрываем. И делаем хотя бы один оборот, чтобы пленка пошла уже точно. Для тех, кто боится зарядить неверно и начать неверно, то есть пленка убирается в темноте в пакет, остается край, который уже был подсвечен, где нет изображения особенно.
ставится сюда, перегибается. Лучше не один раз. И происходит вот это, собственно, сама зарядка этой пленки, о чем я говорил ранее. Потом выключается свет, открывается катушка, собственно, и можно уже дальше по накатанному, то есть под углом, вот опять же таким же углом, чтобы вот такого не было перегибания. И не касаясь пленки, то есть держа ее за боковые края бобины лучше. За бобину, если она в бобине, либо на бабышке. Вот ровно 30 метров, то есть здесь пошло. И точно так же помещается это все в бачок. С раствором. Вот, из достоинств этого бачка можно сказать, в принципе, его предсказуемость работы с ним, так как можно изначально сделать небольшую пробу времени проявления в небольшом, скажем так, фотобачке, каком-нибудь таком, допустим, на 35 или 16 миллиметров сделать пробу в том же самом проявителе, и потом уже проявить весь рулон, и он проявится с тем временем, который был известен по пробам. В других приборах, например, в конкуренте этого бачка, бачке Морзе или УПП, узкопленочный проявочный прибор, используется совсем другой принцип проявки пленки. Это перемотка с одной катушки на другую. И, соответственно, время проявления там рассчитывается отдельно и зависит от скорости протяжки пленки, количества этих циклов и истощаемости раствора. Здесь все просто. В этом бачке зарядить можно сразу 30 метров пленки, в то время как в бачок Морзе входит до 60 метров пленки, но на узкой, на тонкой основе, не толстой, не кодека с сажевым слоем, скажем, а более тонкой. Вот. Ну, вот здесь совершенно другой принцип работы устройства, то есть такой как коробок, вот, он называется УПП-1, узкопленочный проявочный прибор. Почему узкопленочный? Потому что это, казалось бы, здесь широкая пленка 35 мм, но для аэрофотографии это узкая пленка. Поэтому вот так и сделано. И вот такие вот кольца. Это копия американского бачка Морзе. Вот такие диски, вот, собственно, пространство, резервуар. И принцип действия здесь в том, что пленка сматывается с одной бобины, проходит через 2 литра проявителя в другой бобине, с одной на другую. И так попеременно они сматываются друг на друга через ролик. Также можно здесь через окно засвечивать пленку, если это требуется, скажем так, обращаемый процесс. А процесс проявки идет вот так, в одну сторону, там перематывается через налитый раствор. Затем, когда пленка заканчивается, мотается в обратную сторону. Но недостаток здесь в том, что все-таки пленка царапается во время такой перемотки, может быть поцарапана. И неравномерность тоже некая может быть. Но мне этот бачок показал больше равномерность, чем вот этот бачок. То есть все-таки здесь у этого по горизонтали отсутствует стабильность, а у этого все-таки бачка при определенной протяжке пленки все-таки стабильности больше. Он более крепкий, то есть спираль не такая большая, и также он универсальный, то есть можно здесь и проявить и 16 мм вот так делать, и 35 мм, просто сокращая размер этих бобин. Вот.
Ну, об этом бачке мы поговорим в нашем следующем выпуске, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.